Здравия вам и роду вашему. Хорошего вам приятного дня и ласкового солнца. С вами снова я, Славолюб Алан Богач, духовный телесный целитель, ведический психолог. Как-то в разговоре на тему друзей и врагов в нашей жизни моя мать сказала: если у тебя нет врагов, то ты не живешь. Имелось в виду, что если человек подстраивается под всех, то и своего мнения не имеет и живет мыслями и желаниями других людей. Однако все имеет и вторую свою сторону. Этой второй стороной является конфликт. Конфликт – это столкновение разных интересов, разных идей, мнений людей. Да, с одной стороны, это проявление стойкости своей позиции, уверенности в своих убеждениях. Однако, с другой стороны, это проявление ограниченности мышления. Почему ограниченности мышления? Да потому, что каждое мнение или убеждение – это всего лишь часть из общей картины. Один пазлик из картины реальности. Точно точка. Одна из бесконечности точек объема пространства. Классическим примером этого приводится, когда слепые ощупывают руками каждый свою часть слона. Кто-то ощупывает ногу, кто-то хвост, кто-то ухо, кто-то хобот, а кто-то рот. Понятное дело, что ухо, нога, хобот и рот – это совсем разные части одного целого. Однако в большинстве случаев мы все не можем видеть всего целого вместе. О каком бы процессе нашей жизни ни шла речь. Более того, мы сами себя ослепляем, зацикливаясь на рассмотрении отдельно взятой части целого. Мы с гордостью отстаиваем свою позицию, доказываем, что именно мы правы, не замечая, что говорим мы очень часто о разных вещах. Мы ограничиваем свое видение, отстаивая то, что уже знаем. Это не любовь. Любовь – это вселенская созидающая и объединяющая сила. Когда вы пребываете в любви, то ваше восприятие постоянно расширяется, ибо ваш разум открыт для нового. Сила любви соединяет нас с нашими противоположностями, и мы получаем возможность шире увидеть реальность. И тогда нет конфликта, а есть обмен мнениями, обогащение друг друга новой информацией и опытом. Поэтому самый простой и эффективный метод выхода из конфликта – это всего 3 простых шага. Первый шаг – выбросить все эмоции и начать общаться без эмоций на основе логики, фактов и аргументов, не допуская влияния эмоций на выводы и мнения. Логика и факты. Второй шаг – услышать оппонента, выслушать и осознать его мысли. На чем они основываются? На фактах, страхах, сомнениях, заблуждениях. Когда вы выслушали, то уже, образно говоря, подали руку своему оппоненту. И этим уже заслуживаете уважения и внимания. А может, и в процессе выслушивания оппонента вы услышали что-то новое для себя? Вы поняли, почему ваш оппонент думает именно так? Осознайте, что большинство суждений, мнений, мыслей, идей основываются не на реальных фактах, не на конкретных аргументах, а на основе эмоций, на основе базовых страхов, сомнениях или же на зависти и желании возвыситься, критикуя или поддерживая более значимого человека. Поэтому так часто бессмысленно приводить реальные факты, конкретные аргументы и обращаться к логике и разуму. Надо либо обратить внимание оппонента на данный факт и предложить переключиться с эмоций на логику и анализ, либо найти те слова и убеждения, которые дадут удовлетворение вашему оппоненту, успокоят его страхи, уберут сомнения,
переключаться с страхов, сомнений, зависти и желания самоутверждения через присоединение к чужому успеху или неуспеху. Переключат на более высокие приоритеты личности, когда базовые инстинкты успокоены. Включат интерес, возбудят голод к той информации, которая есть у вас. Самый базовый приоритет – это приоритет выживания. Уровень страхов и сомнений. Более высокие уровни – это уровни наслаждения и удовольствий, уровень желаний и вожделений, уровень веры и идей, уровень познаний и творчества. Отсюда и лесенка приоритетов. Отношения, управление, подчинение в семье, роде, организации, социуме происходит обычно на каком-то одном из этих приоритетов. Кто-то использует страхи. Если не сделаешь вот этого, то не получишь вот этого. Кто-то желание. Если сделаешь вот это, то заработаешь и получишь вот это. Кто-то веру, идею. Во благо народа, страны, нам надо, и пошло-поехало. Однако самый высокий приоритет – это приоритет любви. На этом приоритете строятся самые крепкие семьи, самые надежные сплоченные коллективы, самые эффективные проекты. Там, где все другие приоритеты уже приказали долго жить, любовь продолжает поддерживать, питать и вести вперед. Поверьте моему опыту. Я преподавал в духовной академии и был куратором. Моя группа показывала наилучшие показатели и закончила обучение наибольшее количество студентов. А когда в 90-е трудился в коммерческих структурах, то и там текучка кадров падала, а эффективность росла несравнимо. Люди откликались с радостью даже на просьбу выйти в выходной и помочь с новым оборудованием, например. Поэтому, если вы хотите наибольшую эффективность в разрешении конфликтов, то самое главное, что нужно сделать, это открыть к своему оппоненту сердце свое, довериться, с любовью его слушать и стараться понять его слова и их мотивы. Многие люди просто представить себе не могут, сколько всего от них могут выслушать другие люди, при условии, что это говорится с любовью. И третий шаг. Поделиться или отойти. Как бы вы ни любили мороженое, есть люди, которым оно чуждо. И глупо убеждать их еще раз попробовать, чтобы убедиться в том, что это не их лакомство. Более того, недоговоренность возбуждает интерес, порождает внутри желание слушать и вникать. Поэтому, если ваш оппонент не готов выслушать вас, даже в ответ на ваше внимание и проявленный интерес к его мнению, то забросьте семена будущего интереса к вашему мнению и ждите, когда это время придет. Однако же будьте внимательны и не разрешайте использовать ваше внимание снова и снова без взаимного интереса к вашему мнению. Очень часто человеку просто нужно время. Согласитесь, намного проще сделать паузу и ничего не доказывать, а через день-два или даже через несколько часов услышать: «Я была не права, прости». Или «Так, теперь я готов и очень хочу выслушать твое мнение». Это проще, легче и приятнее. Мы все разные, и вполне естественно существование множества мнений. Обогащайте себя знаниями и мнениями других людей. Цените свое. Главное, чтобы без лишних, а лучше вообще без эмоций и с любовью. Поймите, что если человек хочет оставаться в рамках своих ограничений каких-то, то это его право, его и выбор. Расширьте свои рамки и идите дальше. Знаете, это очень удивительно, когда какой-то человек всех раздражает, а вас вообще не цепляют его слова и поступки.
Знания и практики использования сил любви и наслаждения в обычной жизни – это сакральная славянская традиция любомудрия. Да и жизнь тогда из обычной превращается в сказку. Ежели вы хотите свою жизнь превращать в сказку, больше знать о нашей славянской науке целительства, любви и наслаждения, любомудрия, то для вас моя книга «Введение в любомудрие. Теория любви и практика любования». Переходите по ссылке и скачивайте. Если же вы уже работаете с этой моей книгой, то пишите, задавайте вопросы, и в новой книге «Любомудрие» будут новые ответы, а также в нашем новом инстаграме новые материалы. Вы уже подписаны на наш новый инстаграм? Если да, то это прекрасно. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Переходите по ссылке, скачивайте книгу и увеличивайте количество наслаждения в своей жизни.